описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем здравствуйте, мы на глобальном сервере, последний день второй недели континентального испытания. Связь стихий у меня вот такая. На босса Филта я уже показывал команды, которые у меня получилось собрать. Могу добавить туда еще вот такую вот, на тот случай, если вы, допустим, забирали Этерил и больше у вас команд на босса Филта нету. Расстановка у нас, конечно же, возле Джорна. Филосия там танкует тоже частично, так же как и Джорн. Живут они более-менее, видим набор артефактов и снаряжения. Ну а теперь давайте посмотрим босса Ладелия. Видим здесь особенное свойство босса, да, то что от негативных эффектов тут увеличивается урон по ним, и плюс ко всему на 30% меньше критического урона получает и на 30% больше урона от мастерства. Ну то есть намекают нам здесь, что здесь нужны команды от просвещенности, которые играют. То есть та же самая как раз таки Тейл, кстати, подошла бы здесь. Ну и конечно же новая команда Яда. На боссе Ладелии здесь у нас два противника, это собственно Ладелия и Синтреля. Ладелия призывает демона, а Синтреля его дублирует. При этом, если мы за цикл не уничтожаем демона основного, то Синтреля уже затем не дублирует, а усиливает их, то есть дает баф на снижение урона и на увеличение урона. Поэтому в наших интересах этих демонов уничтожать. Ну и плюс ко всему, если мы им оставляем здоровье в конце, а потом добиваем здесь, они оба пропадают, и тогда мы, получается, бьем по двум целям вместо 4, что, естественно, снижает наш урон. При этом клон, который Синтрелия создает, он не основной. Если мы его уничтожаем, основной остается. Но при этом основной, если мы уничтожаем, то клон тоже пропадает. Также у нас, когда эти демоны пропадают, у нас, где он здесь прописан, на нашего союзника с наименьшим показателем очков здоровья накладывается снижение скорости перезарядки. И так же, как и на боссе Филта, здесь важна расстановка, потому что от того, как мы расставим не только наших союзников, но и питомца, и включая и того самого союзника с наименьшим количеством очков здоровья, плюс ко всему учесть нужно ближников наших, зависит то, как будут призываться эти демоны. И то, сможем попадать мы по ним по всем, либо кого-то будем не задевать. Ну и, соответственно, урон будет сильно отличаться. Это у нас происходит вот так. Проходит у нас цикл. Ладелия призывает, затем Синтрелия копирует. И нам нужно, чтобы эти демоны были в кучке вместе с боссами, чтобы мы попадали по всем. При этом у Серпентемис очень много урона наносит ее боевой навык. Ну и, по-моему, пассивный тоже, потому что здесь зона такая же, 3 на 3. Соответственно, здесь самое выгодное, когда эти демоны вообще вот находятся прям вот все в кучке. И такую расстановку с демонами может нам обеспечить только Калавера. Если у вас ее нету, где она здесь у меня? Калавера за счет своего боевого навыка накладывает под чарами. И при нужной расстановке, она тем более у нас герой ближнего боя, у нас демон призывается вот сюда в кучку. А Ладелия, соответственно, находится здесь, и второй демон находится здесь. То есть они все находятся в кучке. И если Серпентемис бьет по кому-то вот из них, то она задевает максимальное количество соседних элементов. Ну и, собственно, есть разные варианты этой команды. Первый вариант это у нас с Агоком, который мы, допустим, будем использовать сейчас, потому что 4 команды нужно подготовить, и, соответственно, у нас героев поддержки не то чтобы таких много, да, хороших. У нас есть рейд, у нас есть Агок. Агок идет, получается, сюда. Схему снаряжения вы видите. И Лотер здесь наносит очень неплохой урон за счет артефакта. Если у вас этого артефакта нету, можете ставить там ту же самую сферу дракона, сундук, либо вообще орган. То же самое справедливо и для вот этого донатного артефакта. Так как Лотер у нас наносит значимый урон, мы его одеваем в урон именно. И у него здесь один предметная неуязвимость, потому что под конец боя он начнет умирать, урон будет очень высокий. Ну и Твич у нас здесь с ракушкой. Тайминги вот такие. Расстановка обязательно вот такая. Минимальное количество очков здоровья здесь у Агока. Он у нас в сете на заливку, в сете кукольника и с посохом. Ускорение навыков сколько сможете, столько и добавляйте. При этом я ему дал сопротивление. Вот как раз таки, чтобы замедление на него не проходило. Лотер максимум урон, неуязвимость, видим, да? Артефакт, как я уже сказал, да, он, во-первых, очень рандомный, случайный, 30% всего на двойной урон. И от этого, кстати, зависит, как часто мы будем за один цикл снимать демонов. Твич у нас здесь с ракушкой, накладывает разлом, вполне себе уверенно. Ему вот этот мифик на раздачу атаки, на раздачу урона, ну и на атаку. Ему максимально атаки, чтобы он ее, соответственно, раздавал. Ну, на остаток можете собрать какое-то количество просвещенности, чтобы он немножечко больше урона вносил.
Серпентимец максимум в урон. Если у вас нету этой статуэтки, можете одевать шприц, но со шприцом похуже. Максимум просвещенности на остаток атаку. Если у вас есть возможность ускорения навыков, дать ей, чтобы она чаще боевой навык использовала, давайте. Дуранго у нас здесь вот так. Опять же, вот этот мифик тоже желателен очень. И на раздачу атаки, плюс на увеличение урона от просвещенности. Ему крит шанс максимально, то есть до 100%. Ну, атаку на остаток. Набор талантов вы видели. И происходит это вот так. Смысл тайминга в том, что мы просто бьем все вместе, да, то есть и чтобы и разлом был, чтобы и болото ее было, и чтобы максимальное количество ядов для латера было. Первый цикл он неудачно бьет, если двойной удар не сработал, но затем потом они добивают и уже на третий цикл идут нормально. И такое часто бывает, то есть разброс по урону довольно-таки высокий у этой команды. Причем во всех составах разброс очень большой, соответственно, перебирать бои надо побольше. Вот сейчас мы уничтожили демонов и тут же призываются новые. Если мы хотя бы уберем вот здесь вот питомца, демоны будут призываться уже не туда. То же самое с расстановкой каждого из союзников. Бывает, что у нас вроде бы у него минимальное количество очков здоровья, но все равно призываются куда-то не туда. Это значит, что нужно занизить еще, либо у кого-то там еще ниже. То есть нужно тогда повысить тому, у кого ниже, чем у него. То есть следите за этим и делайте расстановку, то есть пробуйте другие варианты, даже отличные от того, что вам предложили в коде команды, в зависимости от своего снаряжения, в зависимости от своего состава и в зависимости от того, что происходит на поле боя. Эта команда набивала у меня максимум пока что 875, но я думаю, что где-то 900 можно сделать. Все также еще зависит сильно от снаряжения. Вторая команда, это команда с Калаверой. Здесь уже минимальное количество очков здоровья у нее, и Агок здесь уже в этом сете. Здесь тайминги другие. Мы здесь подстраиваемся под нашу команду, то есть в конце цикла босса использует свой навык Агок, он дает всем щиты, он помогает пережить очень сильный удар боссов, и, соответственно, мы потом проводим свои циклы, здесь тайминги такие, да, по умолчанию, что они нам подходят. Ну, а цикл, соответственно, 18 секунд. У Калаверы, так как я уже вот вам рассказывал, у Калаверы здесь важная функция, это у нас накладывать вот эти подчарами. Поэтому, если у вас есть возможность дать ей ускорение навыков, я здесь вот руны выкрутил, вот такие вот, дайте, потому что, частота срабатывания вот этими подчарами, у меня лично она зависит от ускорения. Я видел команды, да, у которых вообще ускорения нету и все отлично работает. У меня так не получалось. Калаверу мы одеваем в минимальное количество очков здоровья, там защиты можно побольше, чтобы она там жила получше, хотя с помощью Агока они выживают нормально. Точность, и я ей дал сопротивление, чтобы ее не замедляли, а у боевого навыка здесь процент 50 плюс 25, 75, то есть частенько он будет не срабатывать. Смотрите, перебирайте бои. Расстановка здесь обязательно вот такая. Я вам покажу это в бою. Причем, если в начале Дуранго не сходит, то уже расстановка будет не такая. Видим, сработал под чарами, и демон переместился вот сюда. И они вот таким крестиком удобным располагаются весь бой. И, соответственно, у нас там боевой навык у змеи проходит по всем. По большему количеству целей. И вот так вот мы все циклы ждем, видим, да, под чарами сработало, он переместился и так далее весь бой. Обратите внимание на начало боя. Ладелия должна переместиться вот сюда. Вот смотрите, сейчас у нас Дуранго сходит, и затем она смещается вот сюда в центр. Видим? Это важное тоже условие, иначе у вас расстановка нормально не получится. Поэтому, если это не так, у меня было не так. И это означало, что у Калаверы не минимальное количество очков здоровья. Я ей снизил еще, и она начала уходить вот сюда. Этой командой я набивал максимум 830. Но я думаю, что там 850 и выше можно будет. Команду я брал у Тисы, она нам код предоставляла, и у нее получалось миллиард, целый миллиард. Я смотрел, характеристики плюс-минус похожие у нас, у нее только просвещенности чуть побольше. У меня столько не получалось набить. Я же говорю, максимум там 830, у нее вот, пожалуйста, миллиард. Я забыл дракона своего показать. Дракон у меня здесь с пробужденными талантами. Я уже постарался, плюс ко всему, обратите внимание, вот этот талант тоже здесь работает. Еще один вариант, это уже с рейтой. С рейтой у меня стабильно там получалось, более-менее стабильно получалось выше миллиарда. То есть 1,100 я думаю, что можно там было выкрутить. Это вот такой вот вариант, опять же, без донатного артефакта. Кстати, вот здесь рога работают плохо, потому что им нужно 20 секунд, чтобы повесить один эффект на противника. У нас демоны столько не живут. Соответственно, бонуса с урона мы получаем только по боссам, но не по призывным существам. Поэтому здесь скорее лучше подойдет какой-нибудь орган, либо есть донатный артефакт, конечно же, донатный артефакт. Схему снаряжения вы видите, здесь ничего не изменилось. Единственное, что латер полностью в урон, змея в том же самом, Дуранго в том же самом.
минимальное количество очков здоровья здесь у Риты. То есть она как бы заменила Агока. И только за счет продления там вот ядов дополнительных вот этих от змеи получается урон выше. Ну и плюс ко всему разлом она тоже продляет. Разлом здесь у Дуранга. Тайминги здесь не совсем обычные, они вот такие. Дуранга и змея здесь по умолчанию. У змеи есть некоторое количество ускорения, и поэтому она ходит почаще. Ну и расстановка, опять же, да, такая же, как и была, только здесь Рита вместо Агока. Ну и, конечно же, ауру мы ставим вот эту. В остальном все то же самое. Если у вас нет лотера, вполне можно поставить, допустим, Шинка. Я уже выкладывал в Телеграме, да, вот эту команду. Естественно, Шинка мы в урон не одеваем, потому что урона от него не будет. Суть вся та же. Видим, что снаряжение все то же самое. Единственное, что я зачем-то вот это поставил и ему, ну потому что просто нечего больше было ставить. И плюс ко всему, он там если... нет, подождите, все нормально. То есть Дуранга будет увеличивать атаку, допустим, для Риты, пускай она лечит получше. И защиту даст. А Шинк уже будет давать ей. Ну и Дуранга там, я не знаю, косвенным образом, вот через этот мифик, да, увеличит урон немножечко. Ну какая разница, просто ему лучше ничего не оденешь. Ну а в остальном все то же самое, Только расстановка чуть изменилась. Я пробовал и так, и сяк, получилось только вот с этой. Эта команда у меня нанесла максимум 715. Ну и соответственно, если вы вместо рейта здесь Агоку поставите, то будет еще меньше. Вот в теме с командами в Телеграме я оставлял эту команду. Вот здесь урон. Также у меня нету ловкача, я не могу сделать команду с ловкачом. Я здесь коды разных команд, людей, у которых есть ловкач, я здесь вот оставлял. В том числе у Инфернала там есть коды хорошие, он делал ловкача с артефактом, но там урон отличный получался. Здесь вот, пожалуйста, вариант с бипом. Ну, правда, здесь змея плюс 2 и лотер плюс 2, но все равно. В общем, можете посмотреть с ловкачом уже в телеграммах, ну, либо в видео у других людей. Ну, команда с ядом здесь лучше всего подходит, но вообще здесь 4 цели, да. Да, пускай здесь бонус на мастерство идет, но здесь же бонус также и от ослаблений, да, он универсальный бонус. Соответственно, в зависимости от того, какие у вас команды есть, можно здесь использовать любую команду с массовым желательно уроном. Хотя даже если у вас и массового нету, можно и без массового попробовать кого угодно. Главное учитывать вот эту специфику, и если у вас идет урон по площади, какой-то, да, определенной площади, то учитывайте специфику по расстановке. А в остальном смотрите, что у вас есть. Как я уже сказал, удар молнии здесь так себе показал результаты по сравнению с ядом, то есть там в 2-3 раза меньше. Босс Эргандер. Здесь у нас довольно-таки все просто. Нам просто нужно много сопротивления, потому что босс Эргандер крайне мерзкий. Видим, что здесь бонус идет за героя ближнего боя, то есть нам здесь намекают, что нужен какой-нибудь ледяной взрыв, либо неустрашимые. Ну и в Китае, в принципе, у нас здесь неустрашимыми как раз таки и били. Например, вот такой вот командой. Здесь у нас есть глубинный дар и есть Натаниэль. Схему снаряжения вы видите, она в принципе довольно-таки стандартная. В том числе наличие глубинного дара, когда он с ракушкой. Это его главное преимущество, он тормозит противника, да, вот, который самый мерзкий, не дает ему использовать часто навыки, плюс ко всему накладывает очень хорошо разлом и все свои там замедления и штрафы к атаке. Ну а Натаниэль, сами видите, что здесь ребра точнее. То есть он здесь сопротивление, и он его раздает, чтобы нам не пришлось ДДшникам собирать его много и терять много в уроне. Таймингов у нас нету, потому что у нас будет сбивать нашу энергию босс. Какое бы у нас сопротивление не было, все равно у нас будет проходить сбивание энергии. Ну и соответственно у босса здесь такие навыки мерзкие, можете почитать. Тут штраф к защите, к атаке, энергию он здесь сбивает, да, причем боевым навыком, боевым. И каждый раз он будет еще рассеивать в себя негативные эффекты. Ну, очень мерзкий босс. Плюс ко всему, у него здесь это вот усиление контратаки, насмешка, то есть кошмар. Здесь без сопротивления никак. Поэтому глубинный дар в сопротивлении точности, максимальное ускорение сколько сможете. Глубинный дар плюс 5 это вообще было бы идеально, но мало у кого он есть. Плюс 3 там без пробуждений тоже может играть нормально. И соответственно Натаниэль 445 здесь все, что я смог выжить. Просвещенности тоже можете добавить, хотя она в принципе здесь не особо нужна. То есть у нас с глубинным даром здесь получится выживать очень неплохо, и какое-то прям сильное лечение от Натаниэля не потребуется. Настенка, максимум в урон и сопротивление. Кульвида, побольше сопротивления точности, максимум атаки для раздачи. И, соответственно, кукла наша. Одеваем, как обычно, да, максимум атаки, крит урона, крит шанса на остаток и как можно больше скорости атаки. Ну и, соответственно, сопротивление, сколько получится. Расстановка здесь такая, чтобы работали все мифики как надо. С пятой куклой, да, вот с таким составом, они набивают вот столько. Если кукле убрать пробуждение, то, ну, плюс-минус вот столько.
Конечно же, есть еще вариант без Натаниэля, а допустим с Маштуром. Тайминги здесь вот такие, расстановка вот такая. Здесь у нас Маштур просто со щитами, да, поэтому получше добавляет урон, плюс ко всему он у меня на 3-м пробуждении. Одеваем его также сопротивление, точность. К сожалению, Иргандер будет каждый раз снимать своим боевым навыком ослабление штрафа к точности. И все равно будет проходить вот эта вот гадость от него на нас. Потому что Маштур не сможет его постоянно поддерживать. В остальном все то же самое. Все через сопротивление. Видим, да? Единственное, что у нас здесь раздачи нету, и поэтому мы зависим от замедления глубинного дара. Этой командой у меня получалось набивать вот столько с 3-м пробуждением Маштура. И вот столько без пробуждения. Ну и соответственно куклу, если убрать пробуждение, то получится вот столько. Но это все ерунда, потому что самая лучшая команда здесь получается в 4 ДД с Тариволом. И да, за счет замедления и штрафа атаки от нашего глубинного дара они здесь живут весь бой без каких-либо проблем. Но есть один нюанс. Я вам показываю вариант, уже записываю его позже, когда у меня связь стихий прокачана полностью. То есть у нас здесь улучшенная защита, атака, здоровье, да, может быть, они хорошо помогают выживать. Так что это учитываем. Но все-таки 3-я неделя уже континентальных боссов, уже должна связь стихий выглядеть красиво. Если же у вас приоритет был в другие стихии, да, потому что основная команда другая, и молнии у вас не прокачаны, и будут какие-то проблемы с выживаемостью, то, ну, делайте какие-то выводы, какие-то изменения, либо используйте те команды, которые у вас здесь могут выживать. И пример команды я покажу с пробуждением 2-м, либо без пробуждений у куклы. Почему? Потому что я уже их переодел, я не сохраняю этот вариант, да, я его сразу покажу. А потом уже покажу с 5-ми пробуждениями. Они здесь отличаются только потому, что когда кукла у нас теряет пробуждение, она теряет много атаки. И нам приходится переодевать того же Таривола и Кульвиду, чтобы они по атаке не обгоняли ее, чтобы у нас Джин работал на куклу. Итак, у нас здесь команда такая же, обычная команда неустрашимых, единственное, что мы не жалеем наших параметров любых, да, чтобы собрать сопротивление. Ну, глубинный дар, понятно, он и так был собран нормально, так же, как и в прошлых сборках. А вот здесь вот мы просто упираемся в сопротивление, видим. То есть 300 и более желательно, потому что иначе будут проходить на вас все вот эти вот сбивания энергии, замедления, штраф атаки, что он там накладывает, я уже не помню. Так что выше 300 делайте и следите за атакой, чтобы он не обогнал нашу куклу. Кукла у нас здесь сейчас плюс 2, у нее здесь 337, видим. У меня здесь вот такой вот нагрудник получился хороший с крит уроном. То есть атаку жертвуем, не жалеем. И то же самое здесь, сопротивление, здесь скорость атаки. У меня получилось вот столько, если у вас будет скорость атаки побольше, то соответственно урон будет выше. Характеристики мы видим, то есть как обычно одеваем, единственное что сопротивление. Для Кульвиды то же самое. Чтобы она не обогнала куклу по атаке, я ей даже вот такие вот перчатки выдал. Сопротивление тоже выше 300 делаем. Ну и остаток в скорость атаки и саму атаку, чтобы она побольше ее раздавала. Таривол, кстати, да, на раздаче атаки, поэтому у него здесь много атаки. И Настенка у нас просто одета в урон. Также сопротивление, тоже нагрудник я дал на сопротивление ей. Ну и на остаток, если будет у вас там какая-то скорость атаки, тоже можете добавить, не помешает. Расстановка, ну обязательно, да, потому что у нас здесь идет раздача урона от глубинного дара. И когда они начинают бой, то они становятся вот так вот рядом с ним и, соответственно, получают это усиление урона. Урон со 2-м пробуждением у куклы у нас здесь вот такой вот. Не намного, кстати, больше, чем урон вообще без пробуждений. То есть видим, да, 600 и 500 там с копейками. При этом с 5-м пробуждением, ну и с Настенкой у нас здесь плюс 2 тоже чуть добавляет, у меня получилось больше 900 миллионов. И давайте теперь рассмотрим вариант уже с полными пробуждениями. Я возвращаю свое снаряжение, которое я поменял, куклу. Кукла у меня здесь вот такая. 4000 плюсом атаки. Все то же самое, только выросли немножечко характеристики за счет пробуждений. Таривол здесь много атаки, видим, да, стало. И Кульвида тоже много атаки. Ну и все. Это все изменения из-за пробуждений. И чуть не забыл, схема снаряжения, по-моему, я показывал. Тайминги. Тайминги обычные. То есть глубинный дар по умолчанию. А потом у нас здесь Кульвида ходит вместе с ними. И, соответственно, Таривол тоже по умолчанию. Он у нас медленный чувак, без ускорения, да, поэтому мы его даже не ограничиваем. Ну, смысла нету, а так можно поставить 18 вот так вот. Лосеня. Лосеня у нас здесь такая специфичная мадам. Такого у нас раньше не было, чтобы босс призывал кого-то. Я имею в виду, призывал именно боссов. И она здесь призывает Хаходира и Люсьена. Причем она делает это в случайном порядке. И чаще всего, когда у нас призывается сначала Люсьен,
то урон становится хуже за бой, потому что он там начинает свои замедления делать, вот это вот все. Хотя когда как, бывает, что у кого-то и с Хахадиром меньше, потому что от Хахадира там больше урона получается по нам. Так что смотрите сами, но у меня всегда с Люсьеном хуже. И бой переигрывать приходится так, чтобы Хахадир был первым, появлялся. И призывает она в конкретное время, то есть на 4-й цикл свой и на 8-й. У нее здесь это прописано. В остальном это обычное лосение, тут с морозом, со своим, вот с этим совсем. Урон от мороза, кстати, довольно-таки немаленький. И если есть возможность у команды, лучше, конечно, его как-то снимать, либо иммунитет, то есть ставить, потому что действительно от него урон очень такой хороший приходит. Ну и, собственно, вот здесь прописано, при 4-м и 8-м примене ледяного торнадо призывать Хахадира и Люсьена на помощь. И тут их прописаны навыки, то есть такие же, как и обычно. Основная команда, которая здесь играет, это у нас команда Ауры в компании с Эстайон. Ну, вместо Эстайон, понятно, если у вас нету Эстайон, но есть там, допустим, какая-нибудь там Ацилия, там, ну, кто угодно из лечения, там, Гиллиан, там, я не знаю, Роуз, можно использовать их. Но урона, конечно, будет меньше, тут лучше всего получается с Эстайон. Но, конечно же, есть и свои проблемы конкретно с выживаемостью. Схему снаряжения вы видите, тайминги у нас вот такие. Тайминги у нас здесь у Эстайон прописаны, и они вот такие, для того, чтобы уровень энергии у нее был всегда в момент того, как использует Люсьен свой навык на замедление, максимальный у нее была энергия. И тогда Люсьен не будет переключаться на вот этих задников. Они, соответственно, стартуют, ну, из-за того, что у нас есть анализис, да, стартуют вот в это время. Ну и получается распределение энергии такое, что Люсьен будет бросаться на них в основном. Расстановка у нас вот такая. Здесь у нас Дианта. Она у нас в сети кукольника, разлом, все как обычно, точность. Получится больше очков здоровья выкрутить ей и защиты, пожалуйста, сделайте. Это не помешает. У нее здесь второй талант на лечение, вот этот вот. Таким образом они дольше умудряются выживать. Эстайон максимально в жир, очки здоровья, защиты максимально. Ускорение сколько сможете. За счет вот этого таланта она, ну, скорее всего, все равно будет успевать. Вот этот сет на живучесть и, соответственно, вот этот мифик на живучесть. Код у меня здесь вот такой. Линкас раздает атаку, раздает урон. Его одеваем, ну, по-моему, вообще, в принципе, неважно как. Главное, чтобы раздача была. И чтобы его атака не превышала атаку Тареси. У Тареси должна быть максимальная атака в команде, чтобы получать бонус от Эстайон. За этим обязательно следите. Ну, и очки здоровья как можно больше. Соответственно, крит урон тоже как можно больше. У меня здесь, как видим, характеристики ужасные. Соответственно, урон такой же, ужасный. Командой второй, там, Тареси, третий, четвертый, там, чуть ли не миллиарды бьют. У меня получается в районе 600, там, 20, 630, то есть, ну, совсем маленькие цифры. Потому что снаряжения, ну, нету у меня, ну, нету и все. Анализис здесь в сете на баф урона от щитов, да, тоже здесь с лечением, на всякий случай, потому что ей тоже прилетает. Ну, соответственно, защита, очки здоровья. Очень часто умирают, поэтому, ну, приходится перебирать очень много боев. Я не знаю, как так люди настраивают, что весь бой у них она выживает, у меня не выживает, чтобы я только не делал. Я ставил ей на неуязвимость, это практически не спасало, хотя кому-то помогало. Можете поставить вместо вот этого мифика на неуязвимость. У меня получалось лучше всего пока что вот так вот. И урон они набили максимум вот такой вот. То есть 600 где-то 20. Причем один раз за все время. В остальном можете бить этого босса кем угодно. Также, в зависимости от своей ситуации. Вот у меня здесь есть команда неустрашимых, я бил Лосенью без проблем. У нас здесь есть, опять же, глубинный дар. Из-за него, да, из-за его наличия. Лосеня вот этот 4-й ход и 8-й ход делают практически в конце боя, 8-й. Это позволяет нам спокойно прожить без какого-либо лечения, видим, да, и нанести очень даже неплохой урон. Там под миллиард она наносит, если плюс 5, если плюс 4, она у меня наносила где-то 600-700. Здесь у нас Таревол, конечно же, максимум в скорость атаки, и они здесь все, в принципе, в урон одеты, никакого там ни сопротивления, ничего. Просто делаем расстановку такую, чтобы у нас вот эти мифики срабатывали как нужно, ну, то есть от снаряжения у нас расстановка. Чтобы он раздал им обеим, чтобы там раздача атаки была, ну вот это вот все. Сбивать энергию нам здесь никто не будет, поэтому мы спокойно прописываем свои тайминги. Честно, я не помню, почему вот такие тайминги. Вот не помню все. Почему здесь смещено все в конец, вот сейчас думаю, сижу, я не помню. Возможно, что подсматривал у китайца, не помню. Наверное, у китайца подсматривал. Босс Виктор, он похож по механике с Эргандером, но он менее мерзкий, гораздо менее мерзкий. У него здесь за каждое снятие или сопротивление негативному эффекту, да, плюс 1% к атаке, до 50%. Это очень неплохой бонус. И каждый отдельный тип негативного эффекта на боссе снижает его урон на 10%, учитывается до 5 ослаблений, тоже очень неплохой эффект. И его навыки здесь такие, что он здесь запрет усиления кидает, рассеивает усиление и щиты, то же самое делает второй раз, затем наносит урон и преобразует до 2 усилений, даже если они у нас остались и не были сняты, либо были наложены снова.
Случайные негативные эффекты, сохраняющие до конца действия изначальных усилений. Если после преобразования у кого-либо из врагов остается менее 2 негативных эффектов, на них со 100% шансом могут быть наложены дополнительные случайные негативные эффекты длительностью в 6 секунд. Здесь у нас сюрприз, оглушение, которое будет нам сбивать тайминги и снижать сильный урон, да, потому что когда тайминги сбиваются, то становится проблема большая. Также у него здесь пассивный навык, как у нашего Виктора, помечает врага. Когда герой накладывает на него ослабление, метка сохраняется, пока действует ослабление, при лечении помеченный враг восстанавливает на 50%, очков здоровья меньше, при лечении врага готовность абсолютного навыка лекаря также уменьшится на 15%. Этот эффект активируется только один раз в 5 секунд. Но, учитывая, что у нас здесь команда с глубинным даром у неустрашимых, без какого-либо лекаря, живет весь бой вообще без каких-либо проблем. Ну, опять же, да, за счет замедления, конечно же, но все равно. Это значит, что не такая уж большая проблема. Вот такой вот командой, с минимальным количеством сопротивления, как вот на Лосеню, 4 ДД и глубинный дар. Все. Я здесь набивал где-то там 800 миллионов. С куклой плюс 5. То есть плюс 4 у меня выдавало где-то, по-моему, 600. Без сопротивления, еще раз скажу, да, без всего вот этого вот. У них там что-то было по 120, по-моему, одна руна. Но не более. И этого хватало, чтобы бой проходил нормально. В остальном подходит любая команда через замедление, либо через сопротивление. Один из вариантов у меня здесь вот такой. Это у нас сгорение через замедление. У нас здесь Хульдрак, очень много энергии сбивает боссу, и плюс ко всему Джорн нас ускоряет, то есть в том числе и частоту вот этих замедлений. Даже не замедление, а сбитие энергии. Ну и соответственно их он тоже ускоряет, то есть это увеличивает в общем урон. Схема снаряжения мы видим, да, какая. Хульдрак максимум ускорения там на увеличение урона команды, плюс ко всему на стабильное срабатывание его ослаблений. То же самое для Джорна. Он у нас в сете кукольника, и, соответственно, все остальные, максимум урон имеется в виду Дурэм, остальные ему помогают, то есть раздают атаку. Таймингов у меня здесь нету, потому что они их особо не держат, так как все равно Виктор будет ходить, Виктор все равно будет сбивать нам эти тайминги. Поэтому я их не ставил, возможно, что если их прописать, я пробовал прописывать, у меня лучше не получалось, у меня получалось хуже, поэтому я ставил такой вот вариант. Расстановка здесь понятно, что вокруг Джорна, чтобы он всех ускорял. Танкует здесь у нас Хульдрак. Мы ему как можно больше ускорения навыков, соответственно, часы я ему поставил, ну и точности. Таланты видим. Тарф у нас здесь максимум атаки, точность и все. Ускорение навыков я не совсем понял, как так получилось, но оно здесь у него есть. Дурэм у нас здесь вот такой максимум урон. Точности немного, потому что у нас здесь Хульдрак раздает эту точность, у него здесь 466, Дурэму этого достаточно. Пайкстон тоже побольше атаки на раздачу. И тоже я ему зачем-то здесь ускорение навыков сделал. Ну и, собственно, все. Мимик у меня здесь вот такой, тоже с ускорением. Некие таланты на урон я здесь ему сделал, атаку тоже сделал ему, ну и все. Они у меня здесь набивают где-то, 300 миллионов. То есть плюс-минус 300 миллионов. Второй вариант команды — это у нас Ледяной Взрыв. У меня здесь написано 400, но 400 это прям очень большая удача будет, если набью. Я набивал максимум где-то 370-380 от силы. Схема у меня снаряжения вот такая. Тайминги есть. Они смещены на 2 секунды. Потому что Зорок у меня плюс 5 и может ходить раньше. Он у нас в сете кукольника, поэтому смещены на 2 секунды. Если у вас Зорок не плюс 5, да, то можно поставить по, стандартное, то есть 12 секунд. И, соответственно, билдель там 18-18,5. В остальном вот так вот. У нас Виктор снимает щиты боевыми навыками, да, и усиление, по-моему. Поэтому я здесь Филосию поставил на 16 секунд. Чтобы хотя бы основной удар они точно под щитами были. Здесь у нас очень любит умирать Фридгунда. Прям очень любит, обожает умирать. Можно и нарастить побольше защиты, не сильно в урон, шанс крит удара и критического урона. Также у нас здесь сопротивление. Мы команду здесь строим через сопротивление, естественно. Здесь у нас Филосия его раздает. Шина у нас здесь у всех таланты на лечение вот эти есть. Так как у нас здесь лечения в принципе нету, да. Тоже сопротивление, а так в остальном раздача атаки, урон. Зорок, раздача атаки сет кукольника, тоже сопротивление побольше. Почему? Потому что он стоит вот здесь, и Филосия ему ничего не раздает. А стоит он здесь для того, чтобы раздавать атаку для Билдель. Билдель у нас здесь на передовой. Максимум урон, и вот столько сопротивления я и сделал. Все равно Виктор будет сбивать тайминги, поэтому надо перекручивать бои, ну и плюс ко всему Фридгунда очень часто умирает. Я пробовал здесь команду сбора, так как у меня здесь без дела получается. Вообще без дела, вот удивительно, да, континентальное испытание, Лина вообще не нужна. Если, конечно, у вас есть команда разъедания на Филта. Так бы здесь сбор хорошо там сыграл, да, но если у вас там разъедание, то Лина вообще не нужна. Я не знаю, куда ее поставить. Я ее везде пытался прикрутить, но у меня нигде ничего не получалось. В общем, пробовал я команду сбора здесь на Викторе. Через сопротивление получалось плохо.
Здесь у нас Виктор часто усиление, да, запрет ставит, плюс ко всему снимает там все. То есть у нас здесь они лишаются сбора. В общем, урон маленький. Также получалось около 300 миллионов, как, допустим, с горением. Но, как крайний случай, да, можно использовать, если вдруг у вас только сбор остался в наличии, допустим, для Виктора. Ну, а чтобы набить здесь 200 миллионов, там, либо чуть повыше, можно в том числе там использовать, и мне кажется, команду теней, она здесь подойдет. Да и в конце концов дикости. Для команды теней, мне кажется, здесь неплохо могла бы зайти, допустим, Квизития, она будет замедлять, плюс какой-нибудь Репикас, может быть, в команде с сундуком, они втроем справятся так, что лечение нам дополнительно не понадобится. Ну и, соответственно, эти там 200 миллионов или сколько, они вполне возможно, что набьют. Если у вас в команде Ледяного Взрыва нету Филосии, то можно ставить вполне себе Финью. Мне кажется, с этим, с посохом, она неплохо справится, она, во-первых, увеличивает сопротивление, баф дает, да? То есть мы гораздо стабильнее будем с маленьким количеством сопротивления блокировать все вот те гадости, которые он с нами хочет сделать. Есть еще вот такой вот вариант с нашим мистером корабликом, как его там зовут, Дрейер или что-то такое. Но по урону получается похуже. То есть если с Филосией было 380, то здесь уже на 50 миллионов меньше. Но можете попробовать, если вдруг либо у вас Филосии нету, либо с ней получается хуже. Расстановка у нас здесь вот такая. Кстати, с Филосией тоже надо вот такую расстановку сделать. Я что-то забыл, что у нас Фридгунда, получается, дает свою вот эту метку. Она Герой Ледяного Взрыва. То есть между ней и Белдель можно ставить кого-нибудь. Герой поддержки, допустим. И тогда, если мы ставим здесь Филосию, либо вот его, как его зовут, Дрейер, то он раздает всем сопротивлением, в том числе Зораку, и ему такое количество уже не потребуется. Хотя это как бы, да, ну, сильно не повлияет на результат. В общем, расстановка вот такая. Он у нас вроде бы танк, но есть у него таланты, как у лекаря, то есть как у хиллера. У него здесь раздача сопротивления, увеличение лечения, вот это вот все. Поэтому он у нас здесь на раздаче сопротивления, он у нас в сопротивлении, я ему случайно вот этот отдал, избыточный. Здесь можно ставить что-то другое, либо здесь, либо здесь, либо здесь. Например, можно ставить предмет на мифический, на повторную проверку ослабления. Вот этот вот я имею в виду. Ну а так, максимум сопротивления, так как он здесь у нас с боевого навыка еще и штраф к атаке, причем на 10 секунд накладывает, то ему нужна еще и точность. Я не смог нормально собрать, у меня здесь недостаточно, и он бывает промахивается. Если он промахивается, Виктор очень больно бьет, и они начинают умирать. Первое, конечно же, сова. Также, чтобы боевой у нас почаще срабатывал, да, 9,5 секунды, я ему ускорение сколько смог здесь набрал. Для того, чтобы они жили более уверенно, я поставил вот этот вот сет. Я пробовал одевать сет такой же, как у Филосии, на щиты, да, и здесь посох ставить, но что-то они не выживали. У него, кстати, лечение такое посредственное. Да, у него здесь защиты мало, учитывая, что у него лечение идет от защиты, но здесь очень маленький процент. 250% это очень мало. По снаряжению тут ничего не изменилось, все то же самое, что и было в команде с Филосией. Ну и так же, как с горением, можно сделать команду дикости. То есть 200 миллионов там с копеечками они набьют, тут заметно меньше, да, там не 300, при том, что второе пробуждение. Но я, если честно, их и собирал так себе. И тем более, что у нас команда дикости очень хаотичная в плане урона. То есть перебирайте бои, может быть и до 300 миллионов тут получится набить. Смысл такой же, то есть тотальное замедление. То есть расстановка вокруг Джорна, да, и мимик. Ну и, собственно, все. Фелисити, как всегда, побольше ускорения навыков, точность и критический шанс 100%, а также у нее раздача атаки. Не знал, что сюда поставить, поставил вот эту вот вещь. Такой же Хульдрик, такой же Джорн, Каспара. Ну, то есть я просто вещи перекинул с команды горения на Каспара. То есть здесь точность абсолютно не нужна, но она здесь есть, потому что это у нас с Пайкстона вещи. И Флора, как всегда, максимум атаки и просвещенности. Просвещенность в первую очередь. У меня здесь просвещенностью беда, поэтому много здесь я не смог ей дать. Схема снаряжения у меня здесь вот такая. Ну, а, собственно, таймингов у меня нету. Опять же, по причине Джорна и по причине Виктора. Ой, ну и напоследок у нас Чепушила Ирмуш. Почему Чепушила? Он сам знает почему. У него здесь очень мерзкое условие, что у обеих сторон шанс наложения любого эффекта, в том числе усилений, а не только ослаблений. И плюс ко всему, снятие энергии, видим, да, снижен на 25%. Это очень много, казалось бы, да, 75% остается, нет. Постоянно все будет не срабатывать. Если в отряде есть герои 3 разных стихий, их урон увеличен на 50%. То есть, когда мы меняем, смешиваем, то есть стихии, то урон у нас плюс-минус остается на том же уровне. Но мы разрываем стихию, соответственно, живучесть у нас ухудшается. У него здесь вроде бы как очень такая привлекательная полоска навыков, то есть всего один навык промежуточный боевой, и то есть целых 9 секунд, чтобы позбивать ему энергию, там все вот это вот позамедлять, то есть намекают нам разработчики, что он для этого создан. Ну и
Его абсолютный навык мы знаем, то есть он штраф атаки накладывает, немоту, и причем очень даже сильно бьет, то есть мы здесь умирать будем достаточно быстро, если, конечно, не сможем собрать нормальную команду. Ну и те же самые вот эти вот у него усиления, которые есть у обычного нашего Ирмуша. Ну и сразу в нашем топе можем посмотреть первую команду, да, для него. Это у нас команда горения с Фаэсой и с Виньярой. То есть у нас здесь связь стихии разбита, но при этом за счет бонуса на 50% к урону, урон в принципе сохраняется плюс-минус нормально. 276 для Ирмуша это вполне себе неплохо. Причем обратите внимание, Виньяра плюс 5, да, то есть у нее здесь ускорение, плюс там в пробуждении увеличение длительности оледенения, насколько я помню. Также у нее и щиты, и еще дополнительное ускорение, и здесь ускорение, то есть добавленное, просто кошмар. Естественно, вот этот предмет обязателен. Фаэс она здесь сама себя разгоняет. Видим, что ускорение навыков у нее добавлено. Ну и точности. Не то чтобы, кстати, много. Пайкстон у нас здесь с этим артефактом для того, чтобы дополнительно замедление делать. Ну и плюс ко всему снижать готовность абсолютного навыка цели. И он тоже с этим предметом, и он тоже с этим предметом на ускорение. И ускорение отдельно у него еще дополнительно здесь выкручено очень много. Карф у нас с ракушкой на раздаче, атаки, точности побольше. И Дурем максимум в урон. Видим, что точности много ему не надо, так как он получает ее еще при раздаче. Ну и код вот такой. И первый вариант я собрал из той же самой команды, которую показывал на Виктора. То есть у нас здесь вариант через Хульдерга и Джорна. Набили 240, это у меня первый бой. Не знаю, может быть могут и больше. Я просто взял ту команду, тоже она без таймингов. И немножечко их переодел. То есть добавил Пайкстону вот этот вот мифик, Карфу добавил этот мифик. И Пайкстону обязательно вот этот вот артефакт, потому что без него, ну, Ирмуш все-таки успевает ходить, и в итоге они умирают. Плюс ко всему Дурему я добавил немножечко точности. Давайте посмотрим, что у нас здесь по снаряжению. Увидим, да, все то же самое. Здесь то же самое, что и было. Вот у Карфа добавился этот предмет, да, пускай он потерял атаку, но зато горение чаще проходит, в том числе и разлом. У Дурема здесь точности чуть-чуть больше стало, но крит шанс уже не стопроцентный. И Пайкстон надел вот этот артефакт, у него добавилось ускорение, естественно, вот этот мифик тоже. За место четвертого вот это вот можно ставить какой угодно. Я пробовал Хульдергу убирать часы, ставить вот этот, но они моментально начинают, в общем, умирать, потому что не успевают сбивать ему энергию. Я здесь тайминги не ставил, можете попробовать с таймингами, может быть что-то будет получше. Ну, плюс ко всему Джорн у нас хаотично делает заряд энергии, да, поэтому оставил без таймингов. Также у нас имеется вариант с Виньярой. Также, естественно, имеется вариант с ледяным взрывом. Он у нас здесь через Виньяру, опять же часы, там у нас сундук. Схема снаряжения вот такая, донатный артефакт я убрал. Тайминги вот такие вот. Расстановка, соответственно, у нас такая. Виньяра будет раздавать щит, и, соответственно, увеличение урона для Билдель у нас Фредгунда полностью в урон, то есть крит шанс и крит урон в приоритете. Зорек у нас также в атаку. Это у меня, кстати, снаряжение осталось еще с Виктора. Сопротивления здесь не надо, можно побольше атаки добавить. И, соответственно, Билдель вся в урон, никакого сопротивления. Ну а Шина, конечно же, с этим предметом, так как разлом нужно накладывать. Обязательно. Ну и оба раздают атаку Билдель. Все то же самое, в принципе, как и всегда, только сундук и Виньяра добавились. Эта команда у меня из-за плохого снаряжения Билдель, там набивал плюс отсутствие артефакта у Фредгунды. Она набивала где-то, 250 миллионов. Сейчас я прогнал бой, они умерли, надо перебирать. Где-то 250 они у меня выбивали. И если вдруг Виньяра там без пробуждений играет заметно хуже, я, честно, не проверял. То есть еще вот такой вот вариант, причем он вроде бы без Зорика, но у меня набивал тоже где-то 250. Это у нас с Алариком. Аларик нам обеспечивает дополнительное снижение энергии. Аларик у нас дополнительное снижение энергии, да, обеспечивает, плюс ко всему оледенение у него еще тоже помогает. Ему мы даем побольше точности и ускорения, сколько получится. Естественно, вот этот мифический предмет, для увеличения урона вот этот еще. Виньяра у нас такая же, то есть с часами, максимум ускорения и побольше точности. Естественно, мифический предмет. Она у нас здесь, кстати, вместо Зорика раздает атаку. У нее от атаки щиты, да, жирнее становятся, соответственно, ей атака не повредит, атаки можно побольше, и, соответственно, она ее будет раздавать. Шина такая же, то есть на разломе, тоже атаки ей побольше, чтобы раздавала. И этот предмет мифический. Фредгунда у нас здесь в сете кукольника. Причем с Алариком как-то даже получше получается. То есть первый же бой, вот, пожалуйста, 258. Первый же бой. А вариант с Фаэсой, да, угорения, который есть, я вам в коде команды выложу, потому что я сам эту делать команду не буду, я просто возьму чужой код.
Ну и вариант на 200 миллионов на Ирмуша еще есть через дикость. Я взял ту же команду дикости, что показывал на Викторе, и немножечко ее переодел, так же, как и команду горения. Ой, то есть я здесь у Фелисити убрал разлом, она у нас часто бьет с абсолютного навыка, поэтому я ей поставил вот этот кнут. Ускорение у нее стало больше, ну и, собственно, все. При этом у Джорна теперь нету донатного артефакта, но ему я поставил ракушку, так как он может накладывать разлом. Ну и все, это все изменения. 200 миллионов она набьет. Можете поставить тайминги попробовать, я играл без таймингов, возможно, что с таймингами будет получше. А на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.